А собственная армия, большая, крупная, она всегда вносит изменения в мозги политиков. Они становятся более самостоятельными. Они становятся гораздо менее сговорчивыми. Теоретически, если вот смотреть, как сейчас развивается оборонный комплекс Европы, завалит оружие. Есть целый набор городов, в которые зашли российские войска, в котором зимой будут продолжаться вооруженные столкновения, потому что там эту kill zone знаменитую ее не сделаешь. Всему приходит конец. Обстановка меняется. И вот то, что вчера вот мы считали, что не надо, это невозможно, это никто делать не будет, завтра оказывается, что это возможно, и это можно делать, и к этому уже приступили. Всем привет! Снова на канале Ширяев и Ширяев. С вами журналист Евгений Ширяев. Это я, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы здесь обсуждаем последние события. Здравствуйте, и я тоже рад вас приветствовать. События интересные. Сейчас мы приступаем к их обзору. Приступаем к обзору, как обычно, с населенных пунктов, которые Минобороны объявила взятыми под контроль. Это 2 населенных пункта в ДНР, Кузьминовка и Федоровка. Также 2 населенных пункта в Запорожской области. Это Новогригорьевка и Нововасильевская. И еще один населенный пункт был взят в Харьковской области, это Отрадное. Но сегодня нам придется упомянуть о таком событии, совсем вроде бы не военном, но игнорировать ее тоже нельзя. Я имею в виду день рождения Путина. Как верховный главнокомандующий, он собрал в этот день, решил собрать, пригласил на празднование в Санкт-Петербург командующих группировками, начальника генерального штаба, там еще и, значит, шеф ФСБ вместе с ними находился. В общем, вроде бы личное такое событие, ну, или там торжественное, скажем, но поскольку они там делали доклады, и в том числе и сам Путин, как верховный главнокомандующий, там звучали цифры какие-то, обозначались рубежи, ну, мы это должны принимать во внимание. Тут есть одно интересное наблюдение. По сообщениям СМЕРТ, изменение положения в Купянске, линии фронта, начинает все ближе, почти уже подходит к тому, к той конфигурации, которую заявил в свое время начальник генерального штаба. То есть мы обсуждали вот это расхождение в картах. Вот сейчас это расхождение, ну, в общем, почти исчезло. То есть как бы за 2 недели, за 3, ну, догнали, так скажем, да, практически, да, на всех фактически основных, самых острых участках фронта, где идут самые главные боевые действия, которые все время попадают в новости и так далее. Везде началось прямо активное какое-то движение за сутки, за 2 до вот этого собрания в Санкт-Петербурге и их совместного похода в Кронштадтскую крепость. На всех этих участках начались активные продвижения российской армии. Прямо сразу по всему фронту. Тут встает вопрос. Это все к дню рождения? Или так совпало? Или это заранее какой-то дальний план, то есть, который давным-давно уже, так сказать, сверстан и сейчас просто приводится в действие? Ну, конечно, я думаю, что и командующие группировками войск, начальник генерального штаба, не хотели испортить день рождения. Понятно, что они какие-то меры упреждающие приняли к тому, чтобы в этот момент не было какого-то прорыва неожиданно украинской армии там, на каком-то участке и так далее. Это все понятно. Но вот мы как-то раз обсуждали, что Сырский снял 2 командующих корпусами украинских, 17-м и 20-м на юге, вот за неуспехи. Но ведь и в российской армии за последние пару лет очень много командующих поменялись. Ну, самые знаменитые вот из последних, мы знаем, вот Лапина, да, допустим, там сняли. И когда я спросил знакомого, а сколько вообще поменялось командиров-то, он сказал, что у командиров бригад очень много за это время. И допустил такое выражение. А уж комбатов поснимали, как семечек в фуражке. Постоянно идут вот эти движения, да, кадровые. И снимают военных и в ВСУ, и в российской армии. В общем, по одним и тем же причинам. Это срыв планов.
То есть планы за эти 2 года срывались постоянно и по срокам, и по обозначенным рубежам, намеченным рубежам, да, по всему. И в наиболее таких ответственных моментах, да, командиров меняет. Это я к чему все говорю? Потому что заранее составить, когда нам вот хочется впасть в конспирологию и все время сказать, нет, вот эти события, это следствие какого-то дальнего хитрого плана и так далее, все намного проще. Составить на фронте план, который будет безупречно работать на долгие месяцы, ну или хотя бы на пару месяцев, нереально, потому что противник постоянно предпринимает меры противодействия. Этот план может сработать на маневрах, а в настоящих боевых действиях ты все время сталкиваешься с чужой волей. Это касается и Сырского точно так же, он тоже планов там докладывал Зеленскому, громадил. Вот, поэтому я думаю, что вот все, что сейчас случилось в эти последние дни, которые совпали с днем рождения Верховного Главнокомандующего, это, наверное, 100% управляемый процесс, результат применения как-то командной воли. Теперь, что касается положения на отдельных участках. Ну, я бы остановился на самом очевидном, на том месте, где изменения за эту неделю пошли самые очевидные, вот прям наглядные. Конечно, это то место, где сходятся Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области, там, где продвигается тот самый Дальневосточный экспресс, о котором мы говорили. Ты и 2 населенных пункта называл сейчас. Это Григоровка и Нововасильевская. Это прямой путь за спину группировки вооруженных сил Украины в Гуляй-Поле. Ну, Гуляй-Поле – это райцентр Запорожской области на севере. И я тебе скажу, это фортеца. Это прям укрепрайон такой. Все, мы говорили, что она может попасть в встречное движение группировки Днепр и группировки Восток. И вот оно к тому идет. Потому что от этих 2 населенных пунктов, вот от Григоровки, это прямая дорога... Новогригоровки, да. От нее прямая дорога прямо вот за спину. Вот такая складывается ситуация интересная. Но и второе, конечно, по накалу боев, это вот тот самый Добропольский выступ, который все так же и продолжается. И там образовалось, с самого начала образовалось, просто, может быть, я так не акцентировал на это внимание, 2, как зигзаг, то есть есть выступ Добропольский, который заканчивается золотым колодезем, а есть соответствующее аналогичное вклинение на восток от него ВСУ, которое также точно можно назвать выступом только внутрь российской армии. И это как паттерн или рисунок на паркете. Переворачиваешь, совершенно одинаковые картинки получаются. И российская армия точно так же пытается обрезать вот это вклинение украинской армии восточнее своего Добропольского выступа. И сейчас российская армия опять вернулась в золотой колодец. А вот этот выступ украинский, она, вклинение, атакует с востока прямо по всей линии снизу вверх от Шахова и до Софиевки. Прямо вот. Там обрезали дорогу, важную дорогу для снабжения украинской армии, но мы не будем это фиксировать как постоянно действующий фактор в своих рассказах, пока рано, но просто потому, что вот за эту неделю, которая прошла, некоторые населенные пункты вот на этом выступе переходили из рук в руки 2 раза. То есть 3 суток украинский, 3 суток российский, ну, там, 2 суток. То есть вот такие активные, если бы там не гибли люди, если бы это не была такая драма прям на наших глазах разворачивающаяся, я бы сказал, что это сражение за избушку лесника. Известно, так сказать, такой советский анекдот, устойчивое выражение, да. Вот. Но, в общем, все продолжается вот так. Вот возвращаясь к ситуации в Запорожской области, Днепропетровской, тут надо очень обязательно уточнить, что, по моему убеждению, Днепропетровская область
как объект в стратегических планах не существует. То есть нет такой задачи перед российской армией занять еще и Днепропетровскую область целиком. Нет. Зашли туда для того, чтобы более уверенно оперировать в Запорожской и Донецкой областях, соседних. Почему? Потому что в Днепропетровской области есть соблазнительные высоты. А мы говорили, насколько высоты важны для радиогоризонта, для того, чтобы операторы дронов, уверенно работая. Вот в Днепропетровской области и места, которые там сейчас занимаются, в первую очередь, они важны вот для этого, для того, чтобы перехватить удачные высоты у вооруженных сил Украины. Есть еще одно интересное наблюдение. Я сам просто немножко так улыбнулся, когда услышал российские, по сообщению украинских источников, российские войска в некоторых местах опять стали применять самокаты в продвижении через вот эту мертвую зону, не мотоциклы. Оказывается, мотоциклы трещат. Ну, то есть у них двигатель мощный, там, да, и слышно издалека. И даже если ты сидишь в окопах и куришь, и наружу не выглядываешь, ты по стуку уже понимаешь, что мчатся мотоциклы. Все. Так вот, пока сухо, пока не вязнут колесики в грязи, самокаты электрические, они же бесшумные. Не бесшумные. Ну, почти. Ну, по сравнению с двигателем бензиновым, конечно. Конечно. И они приближаются к позициям противника, ну, почти бесшумно. Вот как любопытная какая-то вещь, я даже и не подумал об этом в свое время. В Купянске продолжаются боевые действия. Недавно мы обсуждали громкую историю с трубой в Купянске. Вот на днях опубликовали безумное нейросетевое видео с несколькими слоев иронии, в котором русский солдат, значит, и там вдруг из трубы откуда-то сзади на него бежит кабан, свинья. То есть я... Кабан, да. Черт, этих хрюканье вдалеке. Что за... Нет, вот я теперь после этого видео вообще думаю, чему верить-то? То есть нейросеть может с чего угодно. Самое главное, что они начали генерировать такие видео, которые выглядят как камеры слежения, как какие-то съемки при плохом освещении, которые реалистично выглядят очень... Я ведь к чему немножко приблизюсь к нашей теме. Ведь видео стало постоянным элементом доказательной базы. Да, и как бы... То есть командиры вышли бойцы, показали флаг, украинский флаг, российский флаг, конкретная школа, там конкретный какой-то стадион. А теперь, если все можно сгенерировать... Да. Но в том-то и дело, что тут вопрос доверия. Если какой-нибудь военкор будет пойман на том, что он нейросетевой слов какой-то публикует, то сразу же, типа, все. Ну, я думаю, не военкор, я думаю, командир бригады, который бойцов Нет, послал. Я имею в виду... Понятно, а военкор это передал в общественности уже. То есть ты думаешь, военкоры будут перепроверять, это нейросети или это не нейросети? Но они должны это делать, как бы. Ну, то есть как должны? Я имею в виду, что просто на всех лежит ответственность не передавать фейки. Ну, скажите, я получил от командира бригады это видео. Ну да, все? ну понятно. Все? Ну просто ему может написать какой-нибудь источник, например, да, теоретический, который... В общем, это очень сложно. Это очень сложно. Мы живем в эпоху, когда теперь нужно всем обладать какими-то такими базовыми навыками факт-чекинга. Если ты увидел вот такое видео про какую-то хрюшку в трубе, ну, сразу же надо лезть, значит, и проверять, а было ли такое вообще, кто публиковал. Потому что украинские СМИ начали это постить. Ты знаешь, мне кажется, уж раз так, и под сомнение попадают все видеодоказательства продвижения российской армии, прямо вот они под сомнением сейчас, тогда на местах должны быть просто представители командующего группировкой или генерального штаба или Министерства обороны. Вот они и так есть. Независимо, который сидит и так, покажи мне в бинокль. Те, кто отвечает за связь с общественностью, они же и так есть. В бинокль покажи мне бойца. Я не знаю, как Он раз смотрит в бинокль, а тут ему флагом машет там с какого-то. Все, зафиксировали. А иначе никак. Да, иначе никак. Ну, вернемся к Купянску.
за последнюю неделю продвижение войск фактически сравняло ту самую линию карты Генерального штаба на знаменитом совещании, которое показали. И даже более того, сейчас у украинской армии осталась довольно такая вытянутая территория от центра, которую контролируют они, и уходящая на юг. Половина это точно уже под контролем российской армии. Вот тут как раз очень ярко проявилась вот эта нынешняя ситуация. То есть, поскольку инфильтрация проходит коротенькими, маленькими очень группами, 2 человека, 3 человека, а есть даже сообщение, что 1 человек уже просто выходит. Они распространяются по какому-то району, но уверенно сообщать о контроле ты не можешь. И, соответственно, вот та самая знаменитая ситуация, стакан наполовину полон или он наполовину пуст, она интерпретируется украинскими журналистами, обозревателями, естественно, не для нас с тобой, а для своих читателей, вот как это полный контроль украинской армии. На самом деле российских войск там скапливаются уже столько, что их значительно больше украинских. И вот те самые группы, которые противодействуют, оперативный резерв, тактический резерв, не оперативный, который выдвигается из глубины и должен эти группы обнаруживать и уничтожать, их уже не хватает. То есть, фактически, бороться-то некому. И это очень похоже на действие охвата толпой. Есть такой прием. Этот принцип проглядывает в этой ситуации, что малочисленность украинских защитников Купянска это и есть главный решающий фактор. Если так дальше будет продолжаться, Купянск падет. Купянск падет просто из-за этого. И поскольку уже впереди зима, и скоро уже никто не будет кататься на электросамокатах, есть целый набор городов, в которые зашли российские войска, в котором зимой будут продолжаться вооруженные столкновения, потому что там эту kill-zone знаменитую ее не сделаешь. Там, где подъезд в подъезд, дом в дом. И вот там эта тактика действий российских войск будет особенно наглядна, потому что я так подозреваю, что когда будет просто месиво из грязи и так далее, естественным образом противоборство перекинется в города. Это будет наглядно видно. Ближайшая зима будет очень сильно отличаться по характеру боевых действий от прошлого зимнего сезона и от позапрошлого зимнего сезона. Серьезно очень все изменится. Мы совсем по-другому все будем рассматривать. Я думаю, главный урок Купянска – это прообраз зимних сражений. Из-за того, что так вот переходят из рук в руки эти населенные пункты, из-за этой неустойчивости на Добропольском выступе, и заявление главнокомандующего Сырского недавнее о том, что там по реке прям отсечена российская группировка, она находится в окружении, она уничтожается, это слишком оптимистичное тоже заявление. Совершенно очевидно, что все это не так. Интересная штука. И знаешь, когда Сырский готовил группировку для атаки на Курский плацдарм, для захвата территории Курской области, по утечкам украинским, там был целый набор командиров украинских, которые ему сказали, что это авантюра, не надо этого делать, это неоправданно. Ну, в конце концов, все получилось так, как получилось. Но тогда, видимо, Сырский почувствовал, что есть люди, которые ему могут возражать, и не всегда надежно управление вот в этой части. Поэтому сейчас на Украине образованы штурмовые войска. Вообще-то по уставу можно любой батальон, любую роту превратить в штурмовую. И для этого не надо приказа Верховного Главнокомандующего, это делается на месте прямо. Нет. Он почему-то ввел невиданные войска, которые раньше нигде не были, штурмовые войска. Там 5 полков. Но это полки лично Сырскому подчиненные. Лично. И, то есть он создал такую гвардию, что ли, да, которая уж, если он даст приказ,
она его выполнит. И вот это те самые соединения, ну не соединения, а части, да, полки, которые должны как раз бороться с проникновением вот этих мелких российских групп. На прошлой неделе мы обсуждали речь министра обороны, министра войны Пита Хексета, в которой он говорил о состоянии вооруженных сил США. Нам очень много писали в комментариях о вообще месседже этом. И у тебя родилось сравнение с недавним заявлением... Да, Мордвичев, командующий сухопутными войсками, а главное, первый заместитель начальника генерального штаба, обозревая, так сказать, свою сферу ответственности, сделал вот такое заявление. В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения здесь и сейчас. Это прямая перекличка с разговором рассказом Хексета о том, что командиры в Пентагоне зачастую не хотят брать на себя ответственность для решений непосредственно на поле боя и вообще, в принципе, в зоне своей ответственности командиры стремятся не сделать ошибку. Он говорил, что они воюют не ради победы, а чтобы не проиграть. Да, чтобы не проиграть. Вот самостоятельность командира здесь, у Мордвичева, имеет точно такое же значение. Это прямо прямая перекличка двух людей по разные стороны океана. Еще много комментариев, вопросов нам пишут, как ты знаешь, про ПВО, в особенности о том, почему они так неэффективны, когда прилеты происходят. И вот, как мы видим, Владимир Путин как раз-таки заявил. На том самом сборе командующих, да. Что с этим надо делать? Он сказал, защитить в том числе и объекты энергетической инфраструктуры. Впервые мы услышали, хоть голосом кто-то произнес, потому что было до этого? Уж год. Значит, украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, атакуют базы нефтехранилища. Они горят, их ремонтируют, они снова горят, их опять. Есть некоторые заводы, которые подвергались удару по 5 раз. И на это никто не реагирует. То есть полное было ощущение, что ничего не происходит. И уже экономисты говорили о том, что вот эти вот перерывы на ремонт, иногда существенные, да, они уже начинают влиять на рынок и уже и на цену топлива в том числе. Никто, опять-таки, еще раз повторю, не хотел брать на себя ответственность. Пока, наконец, это все не дошло до верховного главнокомандующего, и так он в проброс проговорил между делом, но впервые хоть кто-то сказал, что это надо сделать. Тут мы заметим, что есть, по сообщениям источников, 3 случая, но один вроде как прям даже в видео подтверждается, что при налете украинских дронов на крупное нефтехимическое предприятие обстреливали эти дроны зенитчики, то есть малокалиберная зенитная артиллерия. Это ровно то самое, что украинцы делают уже 2 или 3 года подряд. Это так называемые мобильные группы зенитные передвижные, которые защищают объектовое ПВО. И вот впервые мы увидели, как-то они там это дело разрешили. Кому это поручат, кто это сделает, мы не знаем, но мы должны следить за тем, как это будет исполняться, потому что есть общий интегральный показатель. И это не количество локаторов, которые там поставят, не количество зенитных установок, это как раз секретные данные, а просто общее количество горящих заводов за промежуток времени, допустим, за 2 месяца, за 3, за квартал, за отчетный. Недавно был опубликован доклад для Конгресса военными о изменениях
в системах ПВО, в частности, там упоминались то, как ракеты «Патриот» сбивают российские «Искандеры». Ну, во-первых, при поставках такой техники, зенитной, да, в любую страну, если она ведет боевые действия, сторона покупающая, ну или вообще получающая эти ракеты, уже по условиям договора обязана передавать производителю всю статистику применения. То есть, насколько это эффективно, сколько ракет запускается, сколько целей сбивается, потому что не секрет, что на одну цель расходуется всегда 2 ракеты. Вот как бы, какой бы ни был эффективный там Патриот, все равно летит цель, в нее летят 2 ракеты Патриот. Угу. И все равно эффективность не 100%, значит, ниже. И вот это все с подробными техническими деталями передается прямо тому, кто это делает, потому что именно инженеры сами должны это понимать и какие-то выводы делать. Ну, естественно, в Пентагон тоже одновременно. Вот на основании этой статистики за несколько месяцев и сделан этот доклад. И выяснилось, что значительная часть российских баллистических ракет, ну, это «Кинжал», «Искандер», они стали вести себя по-другому, их траектории стали резко отличаться друг от друга. То есть, если раньше был некий шаблон такой определенный, да, баллистический, там, квазибаллистический, сейчас его нет, они с определенных точек начинают себя вести совсем по-разному. Это мешает перехвату. Прям цифра убийственная, да, то есть в некоторых местах было 30% эффективности, то есть из 100 целей сбивалось 30 и дошло до 6. То есть 6 ракет сбивается из 100, значит, потому что этот Патриот, он применяется исключительно для борьбы с баллистическими целями. Он не сбивает все остальные, только вот прям ракеты вот он должен сбивать. Но все-таки наибольший, конечно, вот вклад вот в изменение этого внесли российские конструкторы, которые изменили программное обеспечение, таково мнение американцев. Программное обеспечение изменили, которое, так сказать, стало вот таким... Усложнила траекторию. Усложнила траекторию, рандомно ее сделала, так скажем. Надо сказать, что когда ракеты «Искандер» выставлялись на выставках, их предлагали к продаже, ну, в экспортном варианте, естественно, да, за рубеж, есть зарубежные пользователи уже этой ракеты, ну, в ограниченном, там, с ограниченным радиусом стрельбы, они изначально уже заявлялись как ракеты маневрирующие. Еще тогда. То есть, это странная штука. Почему они на Украине, так сказать, так активно не маневрировали, а теперь вдруг начали маневрировать, хотя в них это заложено прям конструкторами исходно. Этого я не очень понимаю. Но, тем не менее, просто констатируем факт. Да, значит, используя свою врожденную способность, ракеты начали маневрировать таким образом, что Патриот просто за ними не поспевает. Как бы. Вот, строго говоря, теперь надо, видимо, ждать изменения программного обеспечения Патриот, которое должно научиться все-таки реагировать на эти изменения. Вот я, собственно, об этом и говорю. Возвращаюсь к тому, что Владимир Путин поставил задачу улучшить ПВО. А как его улучшить, какие методы тогда должны применяться? Но ты имеешь в виду в России? Ну, конечно, но я имею в виду, что, смотри, ты говоришь, «Искандеры» улучшили хотя бы программное обеспечение. Точнее говоря, так в этом докладе, да, американском говорится. Патриоты, по идее, должны тоже какую-то программную оболочку улучшить. Может быть, я не специалист. Вполне возможно, что не хватит вычислительных мощностей, чтобы просто, так сказать, отреагировать. Но, тем не менее, они будут пытаться, это точно, да, будут пытаться. Ну, а в России тогда каким образом ПВО улучшать? В России предстоит проделать грандиозную работу. Поэтому эта короткая фраза Путина «защитить энергетическую инфраструктуру», она за собой влечет очень большие проблемы для управленцев, которые теперь должны выстроить, в первую очередь, как я уже говорил, контроль над воздушным пространством, ну, средствами радиолокации, конечно, в первую очередь, по всем областям, примыкающим к Украине, конечно, которые должны просто
100% фиксировать все, что пролетает через них, и там должен быть сзади второй эшелон. Те, которые будут их встречать, уже пролетевших, которые, и выбрать средства борьбы. Да, мы уже обсуждали, что вот украинцы, и Россия тоже пытается следовать их примеру, применять в том числе даже спортивные самолеты. Но в первую очередь в России для этого, не в первую очередь, но в значительной степени эту роль играют вертолеты боевые, которые вообще никогда не проектировались для борьбы с дронами, но тем не менее они применяются. Вот. Это все целая система. И все это надо сделать в достаточно короткие сроки, потому что вывод заводов нефтеперерабатывающих на ремонт иногда бывает очень длинный. Не только день рождения Путина и его там заявления стали поводом для обсуждений. Конечно же, в первую очередь главным инфоповодом было его выступление на дискуссионном клубе «Валдай», и последующая дискуссионная панель, на которой он отвечал на разные вопросы. Длинное очень было выступление. С точки зрения военной, для нас это, там не было ничего. Но были несколько заявлений, которые можно выделить. Можно там трактовать как-то как близкие к нашей теме. Но по большому счету это все политика. Но есть там одно высказывание, которое прямо точно совершенно для нас важно. Это его ответ на атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. Да. Тут надо сказать, что в конце августа 22 года украинская армия впервые начала массированный обстрел Запорожской атомной электростанции. И это продолжалось до декабря. То есть тогда уже было понятно, что эта электростанция имеет чрезвычайно важное политическое значение для Киева. И каким-то образом они хотят, так сказать, эту электростанцию или им надо было, чтобы она прекратила работу и так далее. То есть обстрел территории атомной электростанции не был табу. Но с тех пор много изменилось. Они спустили водохранилище, остановилась электростанция. Теперь ее вообще невозможно, Запорожскую электростанцию, запустить без восстановления водохранилища. То есть можно, замороченная история. А обстрелы продолжаются, тем не менее. И Путин вдруг сказал, что ведь на территории Украины есть действующие атомные электростанции еще. Мы же тоже можем зеркально поступать и обстреливать их. Заметим, что Гросси, он никогда никому на кого пальцем не показывал. Кто обстреливает, что. Он просто констатирует. Обстрелы идут, сколько там, где упало, он может рассказать. А с какой стороны прилетело, просто его палкой бей, он не расскажет. В общем, тем не менее, логично предположить, что территория, которая находится под контролем российской армии, сама российская армия обстреливать не будет. Это прямая угроза, на самом деле, ответить зеркально. То есть российская армия может обстреливать украинские... У них 3 советских атомных электростанции. Южно-украинская, Хмельницкая и Ровенская. Даже если вообще все отключить, все электростанции, какие там есть, оставшиеся, из-за того, что очень большая часть потребителей, населения Украины, уехала, да, и уже электричество не потребляет, из-за того, что резко-резко снизилось промышленное потребление, потому что многие заводы разбомблены, остановились, там все равно. И из-за этого как раз, из-за резкого уменьшения потребностей в электроэнергии, этих 3 электростанций атомных так с головой хватит для снабжения всей Украины. Конечно. Абсолютно. И если не трогать при бомбардировках преобразователи, то есть трансформаторы, которые обслуживают эти электростанции, электротехническое хозяйство, то так оно и будет. В общем, по большому счету, получается так, что Путин терпел и сказал, сейчас я тоже ударю. Это эскалация. Да, однозначно. Не будем забывать, что буквально вчера был удар дроновый. Один дрон упал
на Воронежскую АЭС. Врезался. В Нововоронежскую АЭС. Есть фотография, да, значит, этого удара. И когда войска Украины заходили в Курскую область, уже было очень много разговоров, что настоящая эта цель их – это Курская атомная электростанция. Она впереди, там где-то километров 70 до нее оставалось. Вот. Но, значит, все это не сбылось. Тем не менее, да, удары по атомным электростанциям, ну, как бы они пока односторонние. То есть ВСУ это себе позволяет какими-то там целями. Вот Путин, значит, это к чему? Всему приходит конец. Обстановка меняется. И вот то, что вчера вот мы считали, что не надо, это невозможно, это никто делать не будет, завтра оказывается, что это возможно, и это можно делать, и к этому уже приступили. Ну и немножечко геополитики. Это такая геополитика военная все-таки, конечно. Он сказал, что Европа начинает милитаризовываться. Да, процесс пошел, мы за ним внимательно следим. Но просто украинский конфликт, он просто высветил, ну, так сказать, военное бессилие Европы. То есть, когда срочно, поскольку они союзники Украины, срочно понадобились вот эти миллионы снарядов, огромное количество, значит, бронетехники и так далее, а ее нет. Вот это вот прям сразу стало очевидно. Но я был убежден, что они профинансируют строительство новых заводов, ну, расширение площадей, да. Даже не новых заводов, расширение площадей традиционных там оборонных концернов. Прям сразу, где-то осенью 2022 года, и уже строительство начнется где-нибудь там зимой с 22 на 23 год. Я был прям вот убежден в этом, что сейчас понесется. Нет, они утонули в своих бюрократических этих вот процедурах. Потом начались споры между странами, потому что каждая страна хочет, чтобы именно ее производитель, да, поставлял вооружение, ну, в смысле, получил наибольшую часть пирога. Ну, понятно, потому что страна будет получать доходы в свою экономику. В будущем, в том числе, да. Если их корпорация будет производить. Конечно, ну, вот простой пример. У немцев есть там Краус Мафия, есть Рейнметалл. Понятно, что французы претендовали. Ну, у них там целый выводок, очень много больших крупных оборонных концернов, военная часть Airbus, есть Thales, есть Dassault. Вот, ну, и я думаю, что вот на это была потеряна приличная часть времени, поэтому они опоздали года на 2. На самом деле. Но в конце концов они утрясли эти все свои, так сказать, там, противоречия, появились деньги, они пошли навстречу Трампу, согласились к 1935 году увеличить до 5% ВВП на военные расходы. И это очень большие деньги, очень большие деньги. У них сейчас единовременный фонд 650 миллиардов евро, они должны вот просто разделить его, куда пойдут, да, в ближайший год. И под эти деньги началось строительство. За последние 2 года журналистами западноевропейскими просто, так сказать, установлено, что крупнейшие европейские концерны оборонные построили 7 миллионов квадратных метров новых площадей. Ну, я имею в виду цеха, всевозможные там помещения и так далее. Вот, расширили заводы. 7 миллионов квадратных метров. Это несопоставимо с Россией. Это намного больше, чем Россия расширила производство. Причем там и в Чехии, и в Венгрии. В общем, очень резкое расширение, прям вспухло, как на глазах. В Европе самая настоящая, так сказать, гонка вооружений. Бум, военный бум. И все это все-таки не приведет к быстрым результатам вот прям завтра, но через пару лет они станут абсолютно самодостаточным, состоятельным таким регионом мира,
которому уже и Америка не нужна. Америка нужна будет и дальше Европе в производстве высокотехнологического вооружения. Очень, так сказать, сложного, всякого такого. Хотя у европейцев тоже все это есть свои концерны, но пока эта ситуация не изменится. Но все остальные виды вооружения, они все будут производиться. Украину, теоретически, если вы смотреть, как сейчас развивается оборонный комплекс Европы, завалит оружие. Вот просто завалит. Но это все стоит денег. А платит ли это Европа? Потому что предполагается, что у них свои вообще-то армии есть, которые сейчас слабые достаточно, они должны развиваться. Все. К чему все идет? Знаешь, вот оборонная промышленность – это такое вот основание пирамиды, на которой на верхушке, или там айсберга, да, находится армия. Когда отцы-основатели задумали Евросоюз, предполагалось, я уже рассказывал об этом, что и армия будет соответствующая. Самый крупный регион мира, там 520 миллионов населения, это тебе не Соединенные Штаты. Самый крупный рынок мира, я имею в виду, вот, по обороту, да. Все, ну, кроме Китая, наверное, сейчас. Вот. Соответственно, у них должна быть и своя собственная армия. К армии положено, что Министерство иностранных дел мощное, на которое будет свою политику по всему миру проводить, опираясь на этот инструмент. И потом все заглохло. Мне так кажется, что Соединенные Штаты своей умной политикой, так сказать, вам это не нужно, мы все сделаем за вас, и так далее, все привели к тому, что, так сказать, эти все планы не состоялись. Но часть инфраструктуры, в том числе европейская система геопозиционирования спутникового, Галилео и многие другие вещи были построены. Обрати внимание, как только англичане вышли из Евросоюза, да, их сразу же лишили доступа к военному точному сигналу спутников европейских. А англичане взвыли, это как так, мы же деньги платили, тут же вносили. Им Европа сказала, извините, вы уже не у нас, стройте себе свою систему спутниковую. Очень много сделано тогда еще, давным-давно. Сейчас на новом витке вот, развития опять возвращается к этой идее армии, опирающейся на собственный, полностью самодостаточный военно-промышленный комплекс Европы. И я думаю, что это мы не сразу увидим, но собственная армия, большая, крупная, она всегда вносит изменения в мозги политиков. Они становятся более самостоятельными. Они становятся гораздо менее сговорчивыми. И если раньше там в Соединенных Штатах говорят, вот ты делай это, а вот через 10 лет, может быть, европейские политики скажут, знаете, у нас вот свои соображения. Но ведь обычно это должно быть сопряжено с экономическим ростом общим, рост армии, рост военного потенциала. А здесь рост военного потенциала идет, ну, как будто бы искусственно. Просто потому, что надо в первую очередь развивать армию. А не вообще самой стране равномерно развиваться, как США, которая, ну, просто... Вот это абсолютно точное замечание, потому что этот рост спровоцирован в значительной степени российско-украинским конфликтом. Да. Но в том-то и дело, что как бы, ну, ты станешь крутым вооруженным чуваком. А дальше? Но кроме этого у тебя ничего нет, и торговать ты не можешь так хорошо, как, ну, я имею в виду. Ну, да. Если вся экономика потихонечку стагнирует и уступает место конкурентам на мировом рынке, это в первую очередь Китаю, конечно, да. А армия твоя, ну, по крайней мере... Европа, если она станет более самостоятельной, более независимой, она и на конкурентных рынках по-другому себя будет вести. Вот знаешь ли ты, что до недавнего сравнительного времени все расчеты по газу и нефти внутри Европы, которые газ и нефть, которые прям в Европе добывались, ну, Северное море, Норвегия, шли в долларах. Какие-то несусветные триллионы долларов, все внутренние расчеты внутри Европейского Союза. И когда вот это все стали пересматривать, что такое евро, что такое самостоятельно, некоторые европейцы просто изумились, как мы до сих пор в долларах считаем. То есть уйти от зависимости, ведь сейчас Трамп что сказал? Вы будете покупать наш газ. Вот.
Вот многое может измениться с опорой на собственную армию. То есть стать более сильной экономической державой, просто посылая на 3 буквы там, людей, которые от тебя требуют уступить в чем-то экономически. Ну да. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал документ о стратегическом партнерстве с Россией и сделал это аккурат ко дню рождения Владимира Путина. Вот. Об этом отдельно замечание. Да. сделано, да. И тут же между Венесуэлой и США разгорается какой-то конфликт. Да, просто потрясающе. Значит, мы уж говорили и не раз нашим зрителям о том, что Трамп теперь применяет новый термин не наркокартели, не нарко, а наркотеррористические группировки. И вот теперь объявлено, что в Венесуэле наркотеррористической группировки, и с ними связан Мадуро, и они его объявили вне закона, они объявили $50 миллионов за информацию, которая позволит его устранить. Да? И, в общем, главный наркотеррорист в Латинской Америке. Хотя по официальным данным специализированного подразделения Организации Объединенных Наций, транзит наркотиков через Венесуэлу 5%. Всего 5%. Главные мощности и все остальное сосредоточено традиционно. Колумбия, Перу и Мексика. И уж вот кто у них есть главный, вот, ну, мы это знаем с тобой из фильмов, из сериалов и так далее. Ничего другого они не могут. Вот Мексика, Мексика, только Мексика. И вдруг неожиданно Венесуэла оказалась. Я, конечно, в это не верю абсолютно. Меня в этом убеждении еще поддерживает и сама конфигурация этой военно-морской группировки, которая Соединенные Штаты сейчас сосредоточили в Карибском море. Ну, понятно, территориально, географически Венесуэла снизу, с юга, выходит в Карибское море. Там сосредоточено 4 эсминца ракетных, корабли, большие десантные корабли, на которых 3000 морских пехотинцев. Но, боже мой, туда подошла атомная подводная лодка, ударная, США. Зачем атомная подводная лодка для борьбы с наркотрафиком? Ну, я так понимаю, это просто уже стандартный ответ Трампа, как он тогда в ответ на перепалку с Дмитрием Медведевым в соцсетях тоже сказал, что я отправил к России... Подводную лодку. Куда-то он отправил, он тогда сказал просто отправил, значит, в нужные территории 2 подводные лодки. Ну, хорошо, Россия – это соперник, который действительно, на него нужно, так сказать, обращать внимание. Ну, я имею в виду, что... На Венесуэлу атомный подвод. Это вот прям уж совсем понятно. Зачем? Там эти лодочки идут, ну, я имею в виду, которые вроде бы наркотики перевозят. Хотя никто этого не доказал. Всего погибло 7 человек сейчас. Они применили право экстерриториальности и топят прямо, в том числе и в территориальных водах самой Венесуэлы. То есть они ведут себя чрезвычайно агрессивно, чрезвычайно напористо. Но кто помогал Венесуэле? Китай и Россия. В том смысле, что строили их противовоздушную оборону. Продали им С-300. Там есть самолеты Су-30. У них, ну, нормальный, современный самолет. Конечно, с американцами, так сказать, сравнивать не будем. Потому что американцев всей авиации, все вместе, 13 тысяч самолетов. А у Венесуэлы 200 с небольшим. И самое главное другое – обученность летчиков и обученность персонала вот этих комплексов С-300. Насколько они еще стрелять-то умеют. Потому что у армян тоже был комплекс С-300. Они ничего не могли сделать против этих байрактаров, которые сейчас сшибают просто как, не знаю, как тараканов. Они, байрактары, просто сошли с поля боя. А армянские бойцы ничего с ними не могли делать. Необученность. Все, у тебя может быть любое самое дорогое железо, ты ничего не сможешь сделать, если не умеешь на нем работать. Вот очень большие сомнения в боевых качествах венесуэльской армии. То есть оружие у них есть. А умеют ли они им воевать? Поэтому сравнивать нечего. Если Трамп решит захватить главные порты Венесуэлы,
резким ударом неожиданно там высадиться где-нибудь в столице, свергнуть Мадуро, может быть, убить там его по ходу дела, как генерала Норьегу его, так сказать, арестовать, вывести. Все это он может сделать. Все это он может сделать. Есть, конечно же, международное общественное мнение, есть Китай, Россия, все возмутятся и так далее, но у Трампа доктрина Монро 2.0. Вся Америка от мыса Горн и до Канады – это зона действия американских стратегических интересов. Ну и, конечно же, Тихий океан тоже туда входит. Вот все. Делаем то, что считаем нужным. Знаешь, чем-то похоже это на то, как себя ведет Израиль со своими соседями. Ну, бомбит Иран, если надо, Катар. Там. Вот примерно вот так это все выглядит, в общем, по большому счету. Поэтому Мадуро, если Трамп решится на первый, он, конечно, обречен. Но пойдет ли на это Трамп, вот, исходя из экономических последствий, я не знаю. Потому что Венесуэла производит огромное количество нефти. Да. И вот этот скачок цен на нефть, нужен ли он там американцам и так далее, это большой вопрос вообще на самом деле. Ну и вот свершилось. Хамас и Израиль подписали мирное соглашение. Но это только самое начало. Посмотрим, как что там будет выполняться. Но моя позиция не изменилась. Странный, как бы нехарактерный исход вот этой вот борьбы вообще в принципе. Потому что я привык к тому, что террористы, не только Хамас, а те, кто были до него, там, раньше, да, палестинские, они все жилы из Израиля вытянут за каждого отдельного заложника. Просто так заложников не отдают. Да, поэтому это там соотношение такое всегда. Да. И тут вдруг они отдают главный свой, козырь, да, заложников. 20 человек там осталось. Да, к сожалению. Вот такое огромное количество заложников, сколько их осталось. Да, это просто ужасно. И вот Израиль, то есть хотим мы или мы не хотим, но наши все действия делятся на две части. Это обратимые наши поступки и необратимые наши поступки. Отдать заложников Израилю – необратимое действие. Все, назад их уже нет. А вот для Израиля, ведь по соглашению они должны отступить из Газы. Потом еще отступить, потом еще. Но они как отступят, так и зайдут. В случае... Проблем-то нет. Это обратимое как бы действие, понимаешь? Ничего Израиль не теряет. Рычагов давления у Хамаса нет. Вообще все исчезло. И второй у них рычаг, вот как бы не рычаг, а какой-то относительная гарантия такая, относительная гарантия политическая. Это их собственное вооружение. По-моему, вообще впервые в истории вот население в крупном населенном регионе, очень сильно населенном, не может покинуть его прямо в ходе боевых действий. То есть израильская армия наносит удары, бомбы падают, а население убежать даже никуда не может. Вот когда американцы сравняли значительную часть Мосула с землей, и когда еще большую часть Алеппо российские и сирийские войска сравняли с землей, когда наступали на запрещенные в России ИГИЛ, население-то Мосула и Алеппо, оно же перешло в какие-то соседние области, там, разбежалось. А здесь они даже разбежаться не могут никуда, они заперты там. Может, конечно, Египет какую-то роль сыграет. Только в подвалы вот в эти спуститься, вот в туннели, и потом опять подняться. Все, на время бомбежки. Египет не хочет их. Я имею в виду при условии полноценного международного договора. Да, но это все очень-очень далеко. А пока мы обсуждаем вот эту ситуацию. И израильская армия все равно придется, если она захочет там уничтожить Хамас, воспользоваться. Все, заложников отдали, вот теперь я с тобой буду делать все, что я захочу. Все равно придется уничтожать огромное количество мирных жителей. Но вопрос более политический, чем военный. На этом у нас все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что подписались. Я надеюсь, вы подписались. Спасибо, что поставили лайк. Надеюсь, что вы поставили. Спасибо вам, конечно, что мы опять с вами встретились. Вы из нашего выпуска, очевидно, уже поняли, что ситуация развивается прямо во всех сферах, все впереди, будут новые события,
Мы обязательно встретимся и постараемся, чтобы следующие выпуски были для вас интересные. И, конечно, спасибо всем, кто сейчас прямо подписался на наш канал. Да, и подписывайтесь на наш Телеграм и добро пожаловать к нам на Бусти. Ну, на этом все. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо всем.